Значит, я тебе рассказываю. Бегали мы, бегали и прибежали все на стрим. Прямо сейчас, потому что идет потоковое вещание, но ты это посмотришь в повторе. Ты меня спросишь, почему? Потому что мама в 16, 7 выпуск, Анастасия Саратов. Да, мы приближаемся к тому самому 8 выпуску. Но, кстати, мне, уважаемые люди, наши адмены, сказали то, что 7 тоже разрывной. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Господи, прожми эту кнопку. Потому что начинается я помню, я не помню, я видел, я не видел. Вот, видишь, все подписано. Все, красненькое на серенькое, серенькое на черненькое. И сразу лайк. Лайк и все, и пошел смотреть. Все, гражданский долг свой выполнил. Вот, так что ссылочку оставил на маму 16. Всем, ребят, с мамой 16 привет. Всем привет. Контент носит развлекательный характер. Никого обидеть не хочу. Практически никогда. Да, крайне редко, если что, скажу. Поехали. Всем привет, меня зовут Настя, мне 16 лет, и я... Этот голос! Мне его сейчас слушать. Из Саратова. Во мне уживаются две Насти. Одна милая и добрая, а другая вспыльчивая и требовательная. Вот, пожалуйста, вы говорите, я один такой. У меня тоже два человека. Один культурный, здравомыслящий и взрослый, а второй это который играет в Counter-Strike. И иногда в Доту. Да. Абсолютно другой человек. Вообще на меня абсолютно не похожий. Можно сладкую вату, пожалуйста? Нет, сейчас я закажу сначала товар и вас отпущу. Я тороплюсь. Можно, пожалуйста, сначала мне вату? Через 5 минут у меня греется аппарат, не раньше. Ну, через 5 минут уже не надо будет. Спасибо. Я могу очень быстро вспылить и также очень быстро успокоиться. То есть тут очень все сложно. Так же резко, как меняется мое Так, сразу говорю, стоп, не стопаем. Не стопаем, нет, не стопаем. настроение, у меня меняются и планы на жизнь. Я окончила 9 классов местной школы и пошла учиться на повара-кондитера в Саратовский политехнический колледж. Но это так, для галочки. Высший Я толстого-долбежный. люблю готовить, но я не вижу себя в дальнейшем поваром. Мне больше нравится бьюти-сфера. Недавно я прошла курсы бровиста и сейчас делаю брови подружкам. Так сказать, набираю клиентуру. Кожу щипаешь. Извините, я не специально. Всегда я ухожу из болячки. Я рано поняла, что деньги мне придется зарабатывать самой, потому что на родителей рассчитывать не стоит. Папу своего я совсем не знала. Мама родила меня от случайной связи и особо не рассказывала об отце. Когда я забеременела Настей, мне было 16 лет. Для меня это было страшно, непонятно. Ох уж Но этот всё отец. же я решила оставить ребенка, так как больше всего я боялась то, что я не смогу потом иметь детей. Я неоднократно спрашивала Ты опять начинаешь. Как больше всего я боялась то, что я не смогу потом иметь детей. у мамы об отце. Но кроме его номера телефона, она больше ничего не сообщила. И я даже пыталась ему звонить. Брала трубку бабушка моя, получается, и говорила, что у него нет детей, и бросала трубку. Мне было очень обидно, что ни отец, ни его семья не хотели меня признавать. Да и маме всегда было наплевать на меня. Я никогда не чувствовала от нее заботу и поддержку. Мою маму зовут Анна Викторовна. Ей 34 года, и она нигде не работала. Всю жизнь мама живет за чей-то счет. То бабушка ей помогала, то она брала кредиты и микрозаймы, то содержали ее многочисленные ухажеры. В отношениях со своей мамой я себя не чувствовала никогда маленькой девочкой, дочкой. Мне очень хочется ее поддержки, любви. Хочется, чтобы она была рядом, но с другой стороны, когда она рядом, всегда происходит какой-то трэш. Мамина семейная жизнь как-то не задалась. Ни с одним мужчиной Здравствуйте, я мама. Ох уж этот проклятый папа. И я ни разу в жизни не работала. А зачем? у нее не складывались долгие и счастливые отношения. Так, от очередного сожителя она родила моего брата Егора, которому 14 лет. С отцом Егора она прожила 3 года. Его звали Владимир, и они расстались из-за того, что он поднимал на маму руку. Маме всегда были дороже мужчины, потому что они имеют, наверное, свой доход, ее это устраивало. Мама никогда не делала ничего хорошего для меня, не получила от нее такой материнской любви. Мамы постоянно не было дома. Она могла выйти в магазин за хлебом, Мама а вернуться работала! спустя 2 недели. А мы с Егором оставались с бабушкой. Периодически мать возвращалась к нам, но это было ненадолго. Егор вот в первое время, он без нее дышать Какие же они не мог. благодарные! Только мама Какие была на неблагодарные первом плане. дети!
Не, чтобы спасибо Она сказать. его вообще не видит. Любовь и тепло мы с братом получаем только от нашей бабули. Она-то нас и воспитывает. Бабушку зовут Надежда Александровна. Ей 68 лет, и она 64. на пенсии. Что, опять телевизор, опять этот телефон? Егор, Оля, а что делать в выходные еще? в выходные, Егор, ты вот думай своей головой, тебе надо подтягиваться по школе. Ладно, я пойду уроки сделаю. Мы с Егором безумно любим бабушку. А мама часто нас настраивала против бабушки, рассказывала нам разные истории, в каких бабушка была не очень хорошим человеком, но они не всегда оказывались правдивыми. До пенсии бабушка работала поваром. А сейчас она продает кукурузу в парке. О! Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. Сколько? На пенсию, Борь, не расшикуешь. Открываем 6 свою тысяч, палатку. Денег мало, внуков водить надо, а будет ей ничего этого не надо. У ней подруги, друзья только на уме. С мамой настолько ужасные, отвратительные отношения. Она в каждую мою жизненную ситуацию Подождите. Я не могу это не стопнуть. Скажите мне, пожалуйста, ей 34? Я же правильно понял, да, чат? пыталась залезть. Говорила мне, что я плохая мать, что мне ребенок не нужен, и что я на всех забиваю. А ты Когда хорошая Егор мать? был в 4 классе, его оставили на 2-й год из-за плохих оценок. Мама пришла в школу и устроила скандал. Школа обратилась в опеку, а когда опека пришла к нам домой, они поняли, что мама не живет с нами и находится неизвестно где. Поэтому брата забрали в интернат. Продержали они его там 11 месяцев. Больше уже некуда было тянуть, и надо было уже принимать какие-то меры. Полгода бабушка собирала документы на лишение матери родительских прав. И только когда опеку над ним передали бабушке, Егор смог вернуться домой. Также бабушка стала и моим опекуном. Я не верю, что мама может измениться. Я не хочу вообще, чтобы она в этой жизни присутствовала. В моей, в Настиной. Потому что она только портит ее постоянно. Она любит себя и деньги, все. Ей больше ничего в этой жизни не надо. После того, как маму лишили родительских прав, она быстро нашла нового мужика и выскочила за него замуж. Роману 36 лет. Он друг детства мамы, всю жизнь нигде не работает, пьет и Друг неизвестно семьи. откуда берет деньги. И теперь часто в пьяном угаре приходит к нам в квартиру и трепет нервы мне и бабушке. Вам здесь делать нечего. Там у своей матери будете диктовать, а здесь тебе диктовать нечего. Здесь вы не будете. Что тут происходит? Все, давай, иди отсюда. Нормально все, давай, иди. Рома, безусловно, это моя опора в моей жизни. Это моя защита. Я этого человека очень люблю, ценю. От и кого уважаю. защита? Я очень хочу от Ромы От других. детей. Чтобы не видеть То есть ты понял, у нее какая тактика? Она, короче, берет, смотрит то, что чувак при бабках, подбухивает. Она такая... О, Рома, я тебя люблю. Хочу от тебя детей. Ну, говорит, я не хочу. Он говорит, хорошо. Значит, семя само попадет. Куда надо. Да, и, пожалуйста, вот потом личинки вылезают. Да, потом к этими квадробоберами становятся, как они там. Да. всех этих разборок я решила переехать жить к своему парню. Его зовут Никита. Ему 19 Имя смешное, извините. Ну, правда смешно. Никита. Ой, господи. лет. Он надежный, внимательный, и я очень сильно его люблю. О, Привет. 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 Какой грустный у меня. Задумалась. Задумалась, о чем задумалась, рассказывай. Не знаю, просто задумалась. Никита окончил 9 классов, но в колледж учиться не пошел. Сейчас работает доставщиком пиццы и имеет 45 тысяч рублей в месяц. Настенька у меня очень милая, она красивая. Вот, пожалуйста. Все. Все. Я вам говорил, что... Помните, как в «Угадай мелодию»? Я смогу узнать эту мелодию с одной ноты, а я с 3. О, отгадывайте. Вот так же и это. Один раз посмотришь, все сразу понятно. Да. Все сразу. Один взгляд, все достаточно уже. Все сразу прям. Максимально искренне. Я ее очень люблю. Никита классный парень. Он очень веселый, он не глупый мальчик. Но таким положительным Никита был не всегда. Он мне рассказал, что в 16 лет связался с плохой компанией и совсем забил на учебу. Я захотел стать супер плохим пацаном. Я начал вести разгульный образ жизни, ушел в отрыв, начал пить, гулять постоянно. Мы вообще не понимали, как он из такого примерного сына. Вот, мы просто стали терять своего ребенка.
И мы никак не могли повлиять на ситуацию. Он нас не слышал. И в один момент он просто ушел из дома. Без Я тебе не верю. Ты мне врешь, падла. скандала, без ничего. Вот ушел. У нас не было в семье к этому предпосылок, чтобы так получилось. И именно в тот период, когда Никита ушел из дома, мы с ним и встретились. Причем познакомила нас моя мама. При довольно странных обстоятельствах. Я возвращалась с магазина, и тут у меня рвется пакет на улице, и идет мальчишка. Он говорит, может, вам помочь? Мы разговаривали с Никитой, и он мне рассказал о своей сложной ситуации с родителями. И ему пришлось уйти из дома. И вспомнила свою ситуацию, как мне было тяжело жить с моей мамой, и мне некуда было пойти. И я оставила Никиту на жить. Я была, Не надо. мягко говоря, в шоке. Я не понимала, почему мама оставила жить у нас абсолютно незнакомого парня. И Жить? почему Никита согласился жить с чужими людьми. Скажи, а это все вообще законно? Что? Он тебе... Подожди, он тебе пакет помог донести до дома? Ты его жить дома оставила? Как домового, что ли? Чик-чикак. Неужели у него такая ужасная семья? Ну, Я нормально. ушел из да. дома, потому что меня в тот момент, как я думал, не понимают мои родители. Они хотели чего-то большего от меня, а я вот такой, какой я есть. Ну, это На понятно. тот момент я думал, что меня уже никто никогда не поймет. И каково было мое удивление, когда я нашел поддержку, понимание со стороны вот Ани, да, человека, которого я не так долго знаю. Но Никита Потрясающе. быстро понял, что его первое впечатление о моей маме было обманчивым. Он увидел, что за детьми особо никто не смотрит. Мама никогда не готовит еду, Как не это проверяет у работает? Егора уроки. И Никита начал все это делать сам. Аня просто уезжала на несколько дней и бросала Настю с Егором. Я на тот момент подрабатывал, я помогал, покупал покушать. Он помогал Егору с уроками, со мной просто мило общался. Привет. Привет. Пойдем научу тебя играть. Идем. Никита очень скоро забросил дружбу со своей старой компанией и стал больше времени проводить со мной и Егором. Знаете, как таких называют? В комментариях напишите. YouTube очень не любит эти слова. И в один из вечеров на улице мы совершенно случайно встретили маму Совершенно. Никиты. Совершенно Ее зовут случайно. Елизавета Владимировна. Ей 49 лет, и она работает диспетчером в строительной компании. Алло, диспетчер, Зарабатывает диспетчер, 25 мы тысяч падаем! рублей. Падаем, Пообщавшись с понял, ней, я принял, поняла, вычеркиваем. что она очень милая и добрая женщина. И все, что рассказывал Никита о том, что родители его не понимают, оказалось неправдой. Я понимаю, что я очень был плохим сыном именно по отношению к своим родителям. Они этого не заслужили. И в один момент он вернулся домой. Я не затрагивала тему его ухода. Мы приняли его так, как будто он и не уходил. Зачем? Зачем вам дома Никита? Зачем он тебе? Он же этот... На К буква, там 2 прям слова. Зачем он? Ушел, все. Манаточки собрали вот так вот за дверочку. Сколько Никите? 19 годиков? Давай, сынок, из гнезда. Не! Полетела птичка. Работать! Всем работать! Кто учиться не хочет, пошел на работу. А потом, что? Правильно. Oh, we in the army. No. Да, оттуда уже нормально, он придет, все будет хорошо, да. Поэтому, да, со стулом познакомится, там на плаце ломом пометет. Короче, полезными делами займется. Короче, я к чему веду? К тому, что я так считаю, что если ушел, значит все хорошо. Все, восприми это, скажи, Господи, теперь поживу для себя, поживу по-человечески. Всю жизнь мы что-то это... все, ушел, птичка этот, птенчик вылупился, все и нормально. Часы пробили, ай, пора с порядка. Главное, что он знает. Прекрати. После той встречи с мамой Никиты я часто стала приходить к его семье в гости. Папу Никиты зовут Андрей Анатольевич, ему 50 лет, и он сварщик на стройке, зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц. Работяга. Также у Никиты есть брат Кирилл, ему 29 лет, и он уже с родителями не живет. В моей семье мы ругаемся, в его семье все друг друга понимают. Уютно, чисто, всегда наготовлено. Настя производила положительное впечатление. Даже когда они с Никитой не встречались, вот она приходила к нам, я видела, что она добрая, хорошая девочка. Чем больше я узнавала семью Никиты и его самого, тем он мне нравился все больше и больше. Я боялась проявить какой-то знак внимания, чтобы не разрушить нашу дружбу. Повезет кому-то. Но меня так тянуло к Никите, что я решила все-таки признаться ему в своих чувствах.
Я не хотела больше скрывать, что он мне Чего? нравится. Я начал узнавать ее как человека, она мне еще больше понравилась, я влюбился. Мы Конечно, поняли, такая что мы, прическа, хотим как у быть Дольфа вместе, Лундгрена и мы просто в начали лучшие встречаться года. даже без каких-то объяснений. Я была так рада, что Никита ответил мне взаимностью, и поделиться своим счастьем я решила в первую очередь с бабушкой. А она как давай Никиту заваливать вопрос. Эх, вот бы сейчас с подругой поделиться. Бабушка может что-то хорошее посоветовать, а вот лучшая подруга всегда скажет, как надо сделать. Ну что ты, ну не надо это усугублять. Мы уже привыкли, что все идут к другу или к подруге. И они точно подскажут, как лучше. Вопросами про учебу, про работу. Тут-то мой парень и загрустил. Похвастаться-то нечем. Я боюсь, не дай бог, у них будут какие-то серьезные отношения. Она еще, как говорится, сама еще дитё. Учиться надо, не хочу, чтобы она повторяла на судьбу своей матери. Маме тоже не очень понравилось, что я начала встречаться с Никитой. Ну, сама виновата, она же его привела к нам. Когда Никита с Настей начали встречаться, я, конечно, очень сильно Она меня пугает. переживала, волновалась. Я прям рвать и метать была готова. Был у меня с Никитой диалог, как бы ты несовершеннолетняя, она вообще малышка. Давайте вы, ребят, В смысле, ему подождете 19 же. со всеми взрослыми отношениями. Но вообще-то я ждала, что мама меня поддержит, что я нашла своего любимого человека. Ни бабушка, ни мама не поддержали меня, узнав об отношениях с Никитой. И, конечно, они не обрадовались, что я переехала к нему жить, но поняли, что запрещать смысла нет. Нас не разлучить. Однако я даже не представляю, как они будут Такой вообще лох цветочный. Извините, пожалуйста, я, естественно, как к актеру. Не более того, пацан нормальный. возмущаться, когда Это все узнают, что актеры, я это жду все актеры. ребенка. Осуждаю. И меня в свою семью как родную дочь. Я им рассказала о скандалах в моей семье, о маме, о Роме, и я вижу, как сейчас они хотят оградить меня от всех конфликтов. Еще никогда в жизни я не чувствовала столько любви и не слышала так много ласковых слов. Дядя Андрей даже стал называть меня дочкой. Я была очень рада обрести отца в лице Никитиного папы. Он, правда, настоящий отец, любящий, заботливый. С мамой Никиты у меня тоже прекрасные отношения. Она очень мило меня называет зайчиком, лисичкой. Я пришла покушать, тебя позвать. У меня есть борщик. Я хочу картошку с мясом запеченную. У меня сейчас нет ужина. Хочешь, я тебе сделаю? Угу. Ты мой зайенька. Мы ее приняли как дочь. Ты мой нахлебничек маленький. Ты моя лицемерная лисичка. Да. Насте не хватает явно семьи, любви, и мне ее Мозгов. немного жаль в плане того, что ее мама Аня. Наши отношения с Никитой стали еще крепче. Мы теперь живем в одной комнате, и у нас впервые случилась близость. Как и у всех людей, у нас с Настей это началось с поцелуев, мы просто целовались. В моменте я начал целовать ее больше, и... И тут стояк! Слышь, Баклан. Как в Бивис и Батхед. Стояк! Хватит рожать уродов, прекратите, их и так уже много. Создавать эти неполноценные ячейки общества, прекратите. Уже не могу, уже мне дурно уже от этого. И у нас все так Хватит захотелось, что мы плодиться. занялись сексом. Конечно, мы предохранялись с Настей. Чем ты занялся? Это стало случаться все чаще и чаще. А предохраняться мы стали реже. Кись, М? а если я забеременею? Что значит «если»? Уже пора, Зай, ну. Нет, я не согласна с тобой. Об этом нужно более серьезно, Кис, к этому относиться. На что мы будем содержать ребенка? Разумеется, я люблю Никиту и хочу от него ребенка, но только тогда, когда мы уже встанем Сказочный. на ноги. Ты можешь не переживать. У нас большая семья, нам есть где жить. Родители нам, если что, помогут. Знаете, когда вот так вот один из моих щеглов придет домой и скажет: папа, у нас большая семья, у нас дружный коллектив, вы же мне поможете? И просто дверь. Сынок, запомни одну вещь. Запомни, сын, запиши себе везде. Будут проблемы, не звони мне. И дверь закрыл. Решай сам. Что? Ну надоели.
В будущем и квартиру снимем, мы будем Да, там жить. о, Ты мне веришь? Самолетку нет. Я тебе не доверилась верю. Никите, и мы вообще перестали Я предохраняться. ему вообще не верю. Мне бы очень хотелось создать такую же счастливую семью, как у Никиты. И я чувствую, что скоро это случится, ведь у меня уже 4-й день задержки. Долгожданный момент, когда все-таки на тесте прорисовывается 2-я полоска. Ух ты, поздравляю. Спасибо Ну что такое, с кем поздравляете? Тест? Да. Да ладно, зайка. Наконец-то. Надо сходить к гинекологу, надо сделать УЗИ. Ну, И вот когда это все подтвердится, Ты боишься сглазить, как всегда. я, конечно, буду очень счастлива, если у меня будет внучка. И папа был очень счастлив. Он всегда хотел дочку, но у него 2 сына. Очень хочется внучку. Они уже вместе стали жить в одной комнате и спать вместе в одной кровати. Мы, конечно, предполагали, что у них может появиться ребенок. И мы не были против. И мы хотели уже маленького человечка к нам в семью. Я послушала тетю Ли. Что происходит? Ой, круто, хоть реакция нормальная у всех, а то бы девка тильтанула. Лизу и записалась на завтра к гинекологу. Не хочу откладывать. Никита сегодня работает, поэтому на УЗИ мне придется идти одной. Ребят, хочу напомнить всем огромное спасибо, господи, кто подписывается на Бусти. Ссылочка внизу в описании. Спасибо, кто поддерживает копеечкой в это сложное время и не дает. Да, мне иногда вот я выхожу из дома, и детишки такие: папа, нам конфеточку принеси. Я говорю: сейчас, детишечки. Там ребята вот меня поддерживают, да, вот иногда. Спасибо, ребята, господи, дай вам бог здоровья. Это 100 рублей в месяц всего подписочка стоит, да, там архив фильмов, аниме, всего, что только можно, да. Спасибо вам большое, да. Самому себя жалко стало. Я вижу здоровую беременность, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Да. А сколько недель? Так, 6 недель по размерам плодного яйца. Плодное яйцо. Да, все хорошо. Всё хорошо. Признаков угрозы выкидыша у вас нет. В первую очередь я обрадовала, конечно, родителей Никиты. Когда мы с Андреем узнали, что Настенька все-таки в положении, все подтвердилось, мы, естественно, были счастливы. Рассказывать о беременности маме спешить не буду. Не хочу расстраиваться. А вот бабушке сообщу... Ты бы бабку-то пожалела, прекрати. Как можно скорее. У меня новость для тебя. Посади ее хоть на скамейку, скорую заранее вызови. Какая? Я была в женской консультации, сегодня на УЗИ. Я беременна. Я вам как говорил, Настя? Бам! Сказала, что это рано. Ну, бабуль, Научиться надо, я вам сколько раз говорила. бабуль, что, теперь я из-за этого не выучусь? Ну, кто Из-за знает, ребенка. какая жизнь тебя впереди ждет, я же тоже ничего не знаю. Чего ты расстраиваешься? Ну, как Это мне что? расстраиваться, Настя? Новость для того, чтобы плакать, чтобы расстраиваться, я не понимаю. Ребенок, это тебе не игрушку куклу Я посадила, она понимаю. вырастет сама по себе. Я понимаю. Это ребенок все. Бабуль, Поехали. это как раз-таки я очень понимаю, что она сама не вырастет. Пошел процесс. Ребенка вот вообще Я вот говорю, растить, бабуль, на он чё? работает, мы ни у кого денег не У занимаем. нас есть бабушка. Да, у нас есть еще бабушка. Мы сами живем. На вторую работу тоже можно, кстати, устроиться, ничего страшного. А что? Бабуль, давай, Да. пожалуйста, не расстраивайся, не плачь. Все будет хорошо. У меня земля из-под ног ушла. Она еще маленькая сама. У них нет Здесь больше всех бабушку жалко. Никого не жалко, бабушку жалко. никакой еще стабильности. Он толком, как говорится, не работает. Она то же самое. Еще на И губах, ребенок да, не сколько обсохла. надо денег. Хорошо, если будет молоко, как говорится, грудью она будет кормить. А если вот так вот, не дай О, бог, и что тогда? Всё, там вообще сиди песня. и плачь. На. Я, конечно, очень расстроилась. Настроение у меня совсем испортилось. Матери пока точно ничего говорить не буду. Хватит негатива на сегодня. на 9-м месте скажешь. Что скоро она станет бабушкой. Пока я не хочу этого делать. Этот устроился, понял, да? Блинчики хавает. Тело свое бренное, толстенькое подсадил. Личинку еще сейчас подсадит. Вообще ништяк будет. Можно вообще не работать, ничего не делать. А что, мама даст сисю. Все, да, все нормально. Аля. А что сбрасываешь? Ну, Кто звонил? мама.
Тебя Почему и... ты не хочешь отвечать? Опять что-то случилось? Я еще ей не говорила о том, что я беременна. А почему ты не хочешь ей рассказать? Она же все равно об этом узнает, Зай. Может быть, как раз тогда, когда она узнает, что ты беременна, она, наоборот, к тебе какие-то чувства добрые проявит. Я думаю, что нужно ей Владик, сказать. все правильно. Ну, нужно, я ей обязательно скажу, конечно, но точно не сейчас. У меня нет на это сил. Я боюсь Говорят, к 8-му месяцу лучше сказать, чтоб наверняка. сказать своей маме о беременности, потому что довольно-таки напряженные отношения между нами. Я думаю, что она не обрадуется этой новости. Но я все-таки прислушалась к тете Лизе Мягко говоря. и решила сообщить маме, что я беременна. Тянуть уже дальше Голову немножко вот так вот. Во-первых, ну, короче, к мамке, когда пойдешь, немножко голову вниз держи, бороду закрывай, и вот так вот немножечко, ну, в стоечку встань, мало ли, может быть, хоть первый удар не пропустишь. Немножко хотя бы. Чуть-чуть вот так вот немножечко плечиком, так раз, аккуратненько, чтобы, если что, раз скрутиться, короче, раз там в бочок парировать, короче. Сейчас тебе мать просто челюху вынесет. некуда. Если мама узнает об этом от бабушки, то будет большой скандал. О, будет А нервничать потрясающе. мне сейчас нельзя. Но и звонить мне страшно. Боюсь услышать что-то плохое о моем будущем ребенке. Алло, привет, мам. Вот хотим тебе новость рассказать. На, говорит, рассказывай. Я беременна. Малышка, поздравляю тебя. Мамина реакция на мою беременность меня очень удивила на самом деле. Не знаю. А с чего она должна по-другому говорить что-то? Почему она должна негодовать? У нее все хорошо, все, она дочь сплавит, у нее все нормально. Она кайфует, она живет, типа, ну, минус одна проблема в ее жизни. По правде ли она радовалась или нет, в этом я как-то сомневаюсь. Ну, у меня для тебя тоже есть новость. Какая? Я тоже в положении. Что за ужас тут творится? Я, видите, вот седина начала проступать все активнее и активнее от таких выпусков. Ребят, это просто фантастика. Правда? Да? Ну, мы тебя тоже поздравляем. Поздравляем, Ань. Рома, рад? Закрой рот. Спасибо большое, да, конечно, он безумно счастлив. Потом вместе будем ходить с колясочкой. Мама, дочь. Что еще знает? Родители... Сказала еще кому? Да, родителям и бабушке тоже рассказывали. Я считала, что она мне скажет на самом деле первой о своей беременности. Мне обидно, но я ей эту обиду никогда Мне кажется, она употребляет. Вот эта вот подруга, вот это на экране. Мне не кажется, я 99% даю. И очко тех, кто не поставил лайк, то, что она употребляет. 100%. не покажу. Видишь, как все хорошо сложилось? Мне так Заткнись. легче стало, что мы сказали, что все теперь все знают. Я, конечно, в полном шоке. Мне хочется порадоваться за маму, но я не понимаю, зачем ему еще один ребенок, которого она, например, может так же оставить, как нас. Бабушка смирилась с тем, что станет прабабушкой, но настаивает на том, чтобы познакомиться с родителями Никиты. Я не могу ей отказать. Сейчас Она старая мой школа очень развалит близкий всем человек. кабины. Привет, бабуль. Сюда присаживайтесь. Знакомься, это мама Лиза, это моя бабушка, Очень приятно. Надежда Александровна. Так где ваш папа? Папа на работе, его вызвали. Задумчивая вы такая. Ну, Я думаю. есть о чем задуматься. Ну, а свадьба-то как? Бабулька сразу на пирожки смотрит. Молодец. Да. Вот я спрашиваю, когда свадьба-то? Ну, мам, не сейчас свадьба, все-таки я сейчас в положении. Когда мы уже спланируем свадьбу, как она будет, что там будет, у меня уже вырастет живот. Я не хочу быть на своей свадьбе беременной. Вы, кстати, видели, кто еще не смотрел? Ну, наверняка все смотрели, но YouTube. Вы в курсе, что я тоже недавно был на свадьбе свидетелем? О, в Heart Inside там даже кружочки есть. Потрясающе. Мне очень понравилось, да. Кто хочет свидетелем позвать, бесплатно, да. Главное, чтобы время было. Это да, там шел процесс просто вот так вот тут везде. Я тому сказал на том столе, на том конце стола, я говорю, если у нас не будет баланса соблюдаться, я говорю, если мой край уже все будет готовым, а вот с правой стороны еще будет не доготов, если танцевать будет, короче, только моя половина, я говорю, то все, считай, что ты ракета.
Он говорит, Леха, все будет в высшем виде. Все нормально. Да, кто хочет, в телеге посмотрит. Там вообще фантастика была, да, там и Киша пели. Ой, очень хорошая свадьба. Серьезно, молодцы, молодцы. Очень всем понравилось. Мне там и с мамами там познакомился, там и с девочками красивыми, да. Очень все понравилось. Очень душевно, очень, правда, очень хорошее. Мне очень все понравилось, да. Беременный. Это очень тяжело. Я в свадебном платье с большим животом танцую. Для меня это, ну, мне так не хочется. Я бы не хотела. У нас свои проблемы, свои трудности. Вы в курсе? Знаете, что я хочу сказать? Не только то, что я был на свадьбе. Я вам хочу сказать. Вы знали то, что свидетели, свидетельницы, их теперь не зовут. Короче, заходим в ЗАГС. Ты меня знаешь, я красивый. В рубашечке, в пиджачке. Там, ну ты видел, там в телеге посмотришь. Там просто, там все пищали. Понимаешь? Я захожу, да? Я говорю, а где мне рядом с женихом, с невестой? Говорю, я не особо за это шарю. Они говорят, вы вот там вот просто стоите и все, сбоку. Я говорю, а где мы? Шок-контент. То есть, понимаешь, как бы, то есть теперь они рядышком не стоят. Представляешь? То есть, как бы... Этот справа, этот слева раньше были. Я точно помню, раньше же как бы со свидетелями, с женихом и с невестой рядом стояли свидетели. Понимаешь? А здесь сказали, а все. Мне так стало странно, но я выеживаться не стал. Понимаешь? А вам не кажется, да, что ваше место возле Аркаши? Аркадий есть? Нет? В чате. Ну так вот. И самое главное. Выхожу из ЗАГСа и, представляешь, ко мне подходит мальчик. Сейчас говорю как есть. Вот это вот. О, вот это жених с невестой. О, шампанское. Мальчик подбегает, он говорит, а ты знаешь? Представляешь? Бежал откуда-то, издалека бежал. А ты, говорит, знаешь главную новость? Я говорю, мальчик, я говорю, что случилось? Я говорю, может, помощь какая-то нужна? Он говорит, ты футбол смотришь? Я говорю, ты что, сумасшедший, дурачок? Я говорю, я на свадьбе, я говорю, я свидетель. Я говорю, мальчик, иди отсюда. Он говорит, смотри. Я... Вот так вот глаза выпучил, я говорю, ты чего? Я, короче, эту карточку беру, карточку мне дает. А там, представляешь, написано, знаешь что, вот так вот. Прикинь, как на кружке у меня. Я говорю, вот это совпадение, вот это, говорю, совпадение, ничего себе. Понимаешь? Я вот так вот взял, раз, смотрю, у меня кружка в руках, я хлебнул из кружки, думаю, я кружку-то в руки не брал. Понимаешь? И он такой бежит по парку, говорят, плей-офф Евро по футболу. Оле, оле, оле. И убежал. Я говорю, ты что, дурак? И главное, все, мы уже садимся в автобус, и он опять бежит. Он говорит, ссылка в первом комментарии. Я говорю, ты что, сумасшедший мальчик? Я говорю, иди отсюда. Я говорю, мы едем на банкет попраздновать. В первом комментарии, либо в чате. Я говорю, чего? Фрибет для всех! О, забирай! О! Я говорю, прекрати, пожалуйста. Я удивился так. Я говорю, ты чего только не увидишь? Да. Хорошо, что у нас нет, да, никакой рекламы. Я не знаю, вообще, это иногда вот приснится же такое. Да? Пока мы вот сейчас с опекой все надо разрешить, с квартирой. Поскольку маму лишили родительских прав, то мне, как компотик сироте, вкусный. когда исполнится 18 лет, нет? по закону полагается квартира сварил. государства. А если сейчас она вот узаконит свои права, то она может... Стопы! А где моя квартира? Я не понял сейчас. А где я? Каким-то этим бестолочем дают. А я? Быть, как говорится, и потерять эту квартиру. Меня удивило, что бабушка не особо поддерживает идею о том, что дети должны зарегистрировать свои Наши новые отношения. квартиры У нее не на поддерживает первом идею. плане детям получить квартиру, ходить по каким-то судам по поводу каких-то квартир, которые неизвестно будут, не будут. Не надо ребенка нагружать какими-то вот этими вот вопросами. Он у тебя поэтому и вырос такой ландух цветочный. Понимаешь? Ребенок-то вот именно родится, надо как-то, чтобы, ну, узаконить. Что там надо, от детей отказаться? У меня двое, это получается 2 квартиры. Верно. А сейчас как раз ипотеки поднялись, жилье сейчас дорожает. О, там еще третий, наверное, подойдет, не знаю, когда-нибудь. Да. Отношения. Официально все должно быть. Свадьбу тоже, если играть, это же не копейка. Не на ребенка сколько тоже надо денег будет. Надо хотя бы зарегистрироваться. Мам, ну, сейчас, правда, не до этого. Давай мы потом с Никитой об этом поговорим.
Ну, в любом случае, дети... И так сойдет. Так оно должно быть. Никиту повысили в должности. Он по-прежнему работает в доставке еды, но теперь он менеджер. Теперь доставляет не пиццу, теперь доставляет роллы. Если что, я к доставщикам, к ребятам всегда на чаюху оставляю, да. Уважаемые люди, я без шуток говорю, в дождь и в снег доставляют. Да. И его зарплата 60 тысяч рублей Сколько? в месяц. Мы с ним решили снять квартиру, чтобы жить отдельно. Все-таки мы семья. И уже пора налаживать нашу Вы собственную не семья, жизнь. вы два. Хотя папы Андрея и тети Лизы мне очень будет не хватать. И эта комната светлая, можем тут вот кроватку поставить. Давай лучше тут стол, ноут будет. А почему не кроватка? Короче, в центре ставим шест, здесь танцпол, вот там мой комп. Вот это нормально. А на кухне кроватку. Я считаю нормально. Ну, а ты туку видела комнату? Туда кроваточку прям отлично влезет. Здесь прям комната такая светлая, и если... Не могу, меня трясти начинает, меня сейчас начнется. Ты понимаешь, нет, то что... Ну, ему 19 лет! Ну, я серьезно говорю, я в институте учился, мне вообще было насрать, где какая кроваточка стоит. Я вообще о другом думал, я спортом занимался, я работал параллельно. У меня тачка уже была, у меня все было, это на свои первые копейки кровные заработанные купил себе. Родители, конечно, помогли там немножко, докинули. Что ж такое-то, а? Ну я не думал вот об этом, обо всем. И, например, стол мой поставить, да, ноут, когда я свой куплю, я тут стримить хочу начать. Так у тебя же есть ноут. Что делать? Что? Чего он сейчас сказал? Мне показалось? Чего ты хочешь начать? Например, стол мой поставить, да, ноут, когда я свой куплю, я тут стримить хочу начать. Стримить? Это ты хочешь, как вот эти вот лодыри, сидеть, смеяться над несмешными шутками, да? Играть в эти игрушки в 40 лет, как дурак сидеть, смеяться, чтобы над тобой, да, тоже все смеялись? Куда мы лезем? Здесь все уже занято, здесь уже цари реакций. Уже все расписано. Лезут они со своими Никитами. Куда мы? Так у тебя же есть ноут. Назову, говорит, Никита Плей. Это который мне понравился, он в районе 100 тысяч стоит. Да. С такого ноутбука точно ты будешь стримить. За 100 тысяч. Да, братик. За 100 ноут особенно потянет. Я тебе железно говорю. Если только сапера. Где взять эти деньги? Ты не понимаешь, да, то, что этот ноут мне нужен для того, чтобы зарабатывать нам деньги. Лаве потечет рекой. Просто миллиардник канал разовьется на твоих глазах. Параллельно буду работать в доставке. У нас доход также будет. Но, понимаешь, если это залетит, мы станем богатым. Уже залетело. У нас будет много денег. Ребенок родится уже скоро. Если вдруг что, типа, мы будем без денег. Почему на без квартире. Деньги на ребенка, деньги на И ноутбук в кредит. продукты. Что мы будем делать? К родителям идти, у них денег занимать или что? Ты мне вообще не веришь, что ли? Я говорю о том, что... Даже я тебе не верю. А мне ноут будет. сейчас растет ребенок. Ты тупой. Я сейчас не уверена ни в чем. Ну, нам нужен этот ноут, чтобы вот этих вот проблем не было у нас, чтобы никаких ни долгов, да, чтобы спокойно за квартиру платить, спокойно ребенку все купить. Ты вот вообще меня не понимаешь, совершенно. А ты меня зато понимаешь. Порой он надеется на авось, принимая какие-то решения. Как вот он все рассказывает, это сказочно. Я это так все не вижу. Я, конечно, слышала, что благодаря играм в прямом эфире люди зарабатывают деньги. Но я не верю в стабильный и... Какие деньги? Какие деньги? Это какой? Вот просто вот недоразвитый человек будет в прямом эфире сидеть, тем более 8 лет своей жизни, лучшие года, смешить каждый вечер людей и приятно с ними проводить время в играх. Вот скажите мне, я такого ни одного не знаю. Я тоже. Ты знаешь такого? Я нет. большой заработок. И где гарантия, что мы вложим такие деньги в новый компьютер и не прогорим? Я считаю, что мы не можем так рисковать, особенно сейчас, когда мы ждем ребенка. У нас все нормальные.
Сегодня нам предстоит первый скрининг, и, конечно же, я переживаю, потому что я не знаю, как там наша малютка, как ее здоровье. Все-таки первый скрининг – это очень ответственно, и на нем как раз-таки говорят об отклонениях ребенка. Себя чувствуете? Не особо, на Не самом особо, деле, да? да. Тошнит часто. У нее бывает еще то, что настроение прыгает. Да. Ну ничего, у вас плод развивается, соответствует сроку как раз 12 недель и 6 дней. Параметры соответствуют норме, у вас нормальное развитие плода. По тазовой... Я не могу, я каждый день пытаюсь, каждый раз, каждый просмотр пытаюсь задоджить эту шутку. Я не могу. Я не могу просто. Плод вот развивается, яйцеклетка, матка развивается, все развивается. части плода, Но... я могу предположить пока на первом скрининге, что это будет мальчик. Мы с Никитой выдохнули, все с малышом хорошо. Я очень надеюсь, что это все-таки неправда, что будет девка. Пу-пу-пу. Я очень хочу дочь. Прям вот я хочу дочь, чтобы вложить мне всю свою любовь и заботу в ее воспитание. Переживаю, как воспримут новость о внуке родители Никиты. Ведь они так мечтали о внучке. У нас, скорее всего, будет мальчик. Чекай, девочка будет. Папка, наверное, очень расстроится. У нас же своих двое. Ну и что? А это внук. Что, вам внук не нужен? Как это не нужен? Нам хоть внук, хоть внучка все равно нужны. Ну, хотелось Нам, говорит, платьица, что-то. бантики. Также я Что позвонила своим родным и обрадовала их, что будет внук. Бабушка и мама были очень рады этой новости. Сказали, возможно, скорее У всего, меня уже это 15-я внук. неделя беременности. Это Я мальчик. отлично себя чувствую, и меня ничего не беспокоит. Но хорошее настроение длилось недолго, пока не позвонила мама. Слушай, разблокируй, пожалуйста, карту, а то сейчас звонила Ромина мама, бежала скорая к маме, там что-то нужно сейчас прям срочно им оплатить. Когда мне исполнилось 14 лет, я оформила на маму свою карту. Но мама тут же стала ей активно пользоваться, потому что ее карту из-за долгов перед банком арестовали судебные приставы. И когда мама со своим мужем Ромой захотели на мою карточку оформить кредит, мне пришлось заблокировать счет. Теперь, когда маме нужны деньги, она звонит мне и просит разблокировать. Ну, а ты что, у меня даже как дела там не спросила? Сейчас мы решим эту проблему, и я тебе сразу позвоню, мы с тобой пообщаемся по поводу всего, что у тебя происходит и в жизни, и со здоровьем. Это вообще. просто Такое ощущение, фантастика. как будто мы отдалились друг от друга. Мне это Да очень нет, обидно. конечно, нет. Доченька, я все прекрасно понимаю. Солнышко мое. Слишком много Кредит всего сам навалилось. себя не Извини, возьмет. пожалуйста, что я сейчас тебе очень редко звоню, просто не хочу тебя волновать и тревожить по поводу своих проблем. Ну ладно, короче, Да. хорошо, давай. Мое состояние для мамы не так важно, как доступ к моей банковской карте. Я, конечно же, Это только сейчас поняла? задумалась о том, что стоит ли мне прощать маму, потому что все-таки это уже не первый раз, и я Не-не-не, после боюсь кредита снова все обжечься. изменится. Мне мама звонила. Ни как дела, ни как я себя чувствую, ничего. Только про карту вопрос. Кис, я расстроена очень. Ну, хочу, чтобы ты меня пожалел. Минут 30-40. Можешь подождать? Первый скилл и третий. Первый скилл и третий. Понимаешь? Где, говорит, наш кабанчик в лесу? Да, кто в доту играет, тот знает. Пожалуйста. Кис, за 30-40 минут я уже тут плакать буду. Да забей просто, зай. Меня это уже бесит. Ничего же страшного не случится, если ты выйдешь из игры. Я не могу сейчас выйти. Ну, то есть такого варианта нет. Это не та игра, в которой можно на паузу поставить. А меня кинуть можешь. Почему кинуть? Ну, а как Какую это он еще игру назвать можно? Я тебе не кидаю, зай. Несмотря на то, что я была против покупки компьютера за 100 000 рублей, Чего? Valorant? Что это? Никита все же купил его втайне от меня на наши отложенные на ребенка деньги. Мало того, что пострадал наш бюджет, и мы в этом месяце уже не сможем купить коляску, так Никита еще и из-за этого Он дурацкого Valorant. компьютера не уделяет внимания мне и нашему будущему малышу. Стримы идут, нет? Мне хочется, чтобы ты поговорил с ребенком, живот не погладил. Вот меня убили из-за тебя. Ну, Куда поговорил с ребенком? А куда надо разговаривать? Ну, в какое место надо говорить, чтобы нас услышали? что? Из-за меня? Ну, просто отвлекся на тебя. И чё? Я понимаю все, зай. Ну, это как-то глупо. У тебя живота даже сейчас совсем нет. У меня уже видно живот, он уже большой. Там ребенок еще даже не сформирован. Как он может меня слушать? Уже сформирован. Мы же вместе видели на Микрофон. УЗИ.
Наконец-то у меня появился ноут, который все тянет, и я теперь могу проводить стримы. Жалко, конечно, то, что когда я их провожу, Настеньке именно в эти моменты я нужен. И ей это нужно не потому, что ей что-то нужно срочно реально, сделать, а ей это нужно просто, чтобы вот понять, что она дороже, чем игра. Алло. Я все понимаю, просто мне кажется, что разговаривать животом — это глупо. Ну, если ты считаешь, что это глупо, может, тогда и наша вся семейная жизнь тоже это глупо? Ну, что ты разгоняешь? О чем ты сейчас? Что несешь вообще? Я уже просто начинаю сомневаться, действительно ли он готов стать отцом, как он заявлял. Я думала, что когда мы с Никитой переедем в отдельную квартиру, мы будем жить в мире и гармонии, как его родители. Но на деле мне не хватает его внимания. Кажется, мы отдаляемся друг от друга. И я стала бояться, что могу совсем потерять Никиту. Сегодня ко мне в гости приехала моя подруга Алина. Год назад она стала мамой. Вот оно! Ну, наконец-то, боже! Господи, я ж тебя ждал еще и с именем Алина! Как будто вот так вот меня тут иголкой вот так вот колят этим именем. Извините, Алинка привезла старые вещички своего малыша, поскольку все его ползунки мне скоро очень пригодятся. Вон, смотри. Новый ноут? 100 косых. Серьезно? Да. Он что, все-таки купил? Серьезно? Ты не верил? Нет? Я сама купила, да? Да. Теперь играется. Ну и считал, конечно. Да, когда про твоего мужика так говорят в присутствии тебя, тем более, да. Надо подруге поддакнуть и сказать, да, он такой. Да. Меньше уделять времени теперь из-за этого. Да еще и с ребенком тоже. Он все-таки не разговаривает так животиком. Он не понимает, что у меня там животик. С каким он? Я не могу, из меня сейчас этот вылезет второй Леха, и сейчас он начнет он. С каким животиком надо поговорить? Куда ему? Ты сумасшедшая? Да что ж такое-то? Ладно, просто сказала, но она его достает этим. Она с животиком мне поговорит. Я не могу сейчас. Сейчас начнется. Человек растет, живет, сидит. И мне обидно с этого очень. Может, обратиться к психологу? Еле сдержался. Да, ну, мне кажется, это чересчур уже. Психологу. Ну, просто, если все запустится, будет хуже. Ой, такая вот это вот знаешь, вот я вот прям по лицу вижу, господи, вот это вот такая, вот, знаешь, вот прям советчица, вот это вечно вот это вот хмурое выражение лица, господи, я не могу, ребята, я говорю, я вижу уже насквозь все это. Не знаю. Но все-таки я решила последовать совету Алины. А вечером я решила поговорить с Никитой и предложила ему сходить на парную психотерапию. Так как он отреагировал, меня поразило. То есть вы посидели там вдвоем, да, поговорили о наших проблемах, ты все вывалила наружу, Алине рассказала, да? И она тебе говорит, ну, он с животом не разговаривает, иди. Все семейные проблемы я рассказала своей подруге Алине. И после ухода этой конченной Алины, теперь она идет к своему конченному такому же типу и говорит, нам надо к психологу. Просто из-за того, что молодой пацан сидел, играл в комп. В ноут, ладно. Он же сразу был конченый. С самого начала он же чистый этот. Идите к психологу. Мы можем просто это сделать? В этом что, плохое что-то? Нам от этого хуже станет? Неужели у нас... Нет, хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Я серьезно, сейчас на меня начнут на ютубе обижаться. Скажут, Алексей, мы вас смотрим с детьми. Хорошо, скажу завуалированно. Вот есть как бы парадный, да, вход, где двери открываются, вот эти вот раздвижные. А есть какой? Правильно. Реально все так плохо в семье, и я этого просто не замечаю. Либо это просто бушуют гормоны у Настеньки, и она раздувает из мухи слона. Я все-таки уговорила Никиту пойти к психологу и записала нас на сеанс. Когда она меня просит поговорить с животиком, этот момент, он как-то меня...
Дед 30 лет не пил, он после разговора с вами, идиотами, он сейчас опять бухать начнет, я по его глазам вижу. Ему уже дурно, он первую фразу сказал, ему уже плохо от тебя, от идиота. Поговорить с животиком. Напрягает, ощущаю себя глупо. Перед кем ты не хочешь выглядеть глупо? Перед всеми. У меня большие надежды на эту психотерапию. Я думаю, он поймет, что все-таки малышка в моем животе растет, все слышит, понимает, и он поймет, что мне обидно, что он не разговаривает с ребенком. Вот возьми, представь, что это твой ребенок. А что ты бы ему сказал сейчас? То, что я его люблю. Я хочу дать ему и внимание, заботы и любви. Никита. Поэтому я там никогда не был. Я ржать как конь буду, я клянусь вам. Я серьезно, мне в такие места нельзя. Если, вот я вам серьезно говорю, у меня есть один такой момент, я такой, знаешь, серьезный человек в реальной жизни, как бы, ну, там, но если я вижу какую-нибудь пену, я вам серьезно, у меня такой истерический смех начинается, меня ничего не остановит. Если мне вот такой вот кто-нибудь вот принесет и скажет, на, поговори с ребенком, все. Там 10 минут они будут слушать, сидеть, как у меня истерика просто. Я не остановлюсь. Знаешь, что, больной, нет человек. И самому помощь нужна. Кит, сейчас у тебя на руках ребенок, кукла, с которым ты разговариваешь, испытываешь эмоции. Но ведь это же не глупо. Нет, не глупо. Ты можешь также разговаривать, конечно, передавать свои чувства своему ребенку. На этом этапе происходит формирование навыков отца общения со своим ребенком. Конченко. Я ничего не хочу говорить, просто давайте дальше смотреть. Потому что плод чувствует и понимает каждого из своих родителей. Я уже почувствовал по максимуму то, что ребенок, он уже с не нами, чувствуешь, да, он пока в животике у Насеньки, но нас уже трое, то есть мы уже все, семья. И вот теперь то же самое, что ты говорил кукле, ребенку, скажи своему младенцу, находящемуся у Насти в животике. Я тебя уже очень люблю, я тебя никогда не обижу. Ты будешь чувствовать себя всегда в безопасности, находясь рядом со мной. И с мамой своей тоже. Мы очень ждем тебя. Будем очень сильно тебя любить. Я больше не обижаюсь на Никиту. Сеанс у психолога пошел нам на пользу. После такого унижения, Никита стал конечно. чаще У вас есть, нет другие футболки? Вы чего меня доводите? Что это за скрытый троллинг? Эй! Эй! Да что ж такое, а? Разговаривать с животиком, больше откладывать денег на вещи для ребенка. А сегодня еще и сам предложил выбрать имя малышу. Захар! Нет, Кис, ужас какой-то. Мне вообще не нравится это Ну а имя. что, Захар Никитич? Нет. Михаил. Как будто дед какой-то. Ты чё, я не понял? Ты мне скажи, я тебе сейчас прям через телефонную трубку тебе душу твою это. Ты чё, мать? Миша прям, да, обычное пацанское имя. Нет, мне не нравится. Ростислав. Нет. Вениамин. Нет. Давай, удиви папку. Веник. Никифор Никитич. Кефир Никитич. Афанасий. Во, вот это мне нравится. Афоня? Афоня. Афоня. Афоня, гони рубль! Ты мне рубль должен. Как в этом мультике. Афоня. В каком нахер мультике? В мультике. Я не могу, я серьезно, я не буду больше реакции записывать, меня трясти начинает, у меня перепады резкие настроения начинаются. Мне кажется, я скоро точно в дурку какую-нибудь загремлю. Бабушка звонит. Алло. Привет, бабуль. Настя, у нас еще дома что творится вообще, страх божий. Мат-перемат один. Я уже не знаю, что мне делать, мне чуть ли все прям не трясет. Бабуль, сейчас я приеду, давай. Куда ты собралась? Зай! Оказывается, мама вместе со своим мужем-алкоголиком Ромой собираются переехать жить в квартиру к бабушке. За неуплату их выселили из квартиры, где они жили до сих пор. Я поняла, что бабуле срочно нужна моя помощь. Хоть Никита меня и отговаривал, я собралась и поехала к ней. Никиту я убедила остаться дома, потому что мне стыдно перед ним за свою семью, и я не хотела, чтобы он лишний раз становился свидетелем нашего скандала.
пока я прописана здесь, и я буду жить здесь тогда. Как можно здесь жить? Как вы живете? Никак не живем. Дайте бабке жить спокойно. Эй! Не будешь ты. Нет, я буду здесь жить. Нет, не Нет, будешь. ну как это нет? Алло, это милиция? Да убери их отсюда. Гадости. Нервы трепет. Нет. А на Вот что так. я имею право? Я на что-либо в этой жизни имела право? Ну, это уже твои В проблемы. смысле, это твои проблемы? Это ты меня так воспитала? Ну, конечно. А кто? Да, Прям- конечно. Я тебе клянусь, ты Всё. прям конченая. Спасибо. Когда Я также и с Егором ситуация получилась, ты что сделала? Ребенка настроила против меня. Перестаньте вы уже насчет этого. Егор, нужно было слушать меня, мою А если бы я сторону. тебя слушал, что бы изменилось? Мою Ну, сторону, что бы хоть кто. изменилось? Да вот мне ты скажи. попробовал бы изначально. Что я попробовал с этим жить? Ты попробовал Ну, что с бы меня выслушать. Я тебя слушал, постоянно тебя полжизни слушаю. И что? Ничего не происходит, представляешь? Серьезно? Ну ты слушаешь бабушку, у тебя все хорошо Да, получается. не надо было меня в детстве с ней оставлять, значит, если ты такого не хотел. Она никого не любит, кроме себя. И поэтому я на стороне бабушки, она права. Ты, мать, ты что творишь? Ты лучше он своего Рому забирай его отсюда и уходи. У нас когда суд был, он суд ворал на меня, и чтобы я сдохла. А там весело. Я очень переживаю за Егора и за Настю, чтобы у нее все наладилось, чтобы она хоть, как говорится, пожила по-человечески. Вы чё? Почему? Потому что... Это во мне дело? А потому что я... Да. Может быть, дело в тебе? Лори, видела? Я можно о себе поговорить? Привет. Что случилось? Да потому что бабушка у нас как обычно. Что такое? И все не так, и Чё все вы нет. Я ни на кричите? что не имею права. Я просто же. Я... Вы Добро зачем льется. кричите? Вас слышно Да на она первом как этаже. бешеный, спроси. Что случилось? Что Бабулю жалко. случилось? Чё, меня вообще собираются оттуда, оказывается, выписать, понимаешь? В никуда. В никуда, Ром, Да. в никуда выпустили Понимаешь? тебя. 34 года ни одного дня не работала. Пакость. Права пришла качать? Тоже так же можно. вот хочет Но я дочку этого не... Как можно вообще, вот как можно вот ничего не делать столько времени? Я вам серьезно говорю, вот вы меня прекрасно знаете уже много лет. Многие меня много лет смотрят, да, там с 28 лет. Мне сейчас 37 в этом году. 7? Да, 30. 37 или сколько мне? А? 37, да? Да, 37. 37 в этом году. Как можно столько ничего не делать? 2 дня я максимум могу ничего не делать, и то меня ломать начинать не о ломке. Потому что я не могу так. Начинать что-то по дому делать, что-то где-то ковыряться, какие-то шмотки перекладывать. Здесь был момент, когда вот приболел. Пошел, я тебе дам сейчас 43. Пошел, какие, не надо мне рассказывать. Вот. Пошел эти, мотоэкип весь перебрал, кстати, надо продать старый. И, короче, ты понял, да? Делаю. Я этого не делаю. Именно ты все делаешь. Все сделано твоими руками. Ты о себе подумай, почему с тобой никто общаться не хочет. Ты об этом подумай. Может быть, дело в тебе. Может, проблема вся в тебе, а не во мне. Это ты меня такой сделала. Такое ощущение, что... Это все ты! Ты во всем виновата! И вот все вот эти мужики, которые у меня были, и все эти дети, все ты! И вот этот весь разгульный образ жизни тоже ты! Вообще все ты, и то, что я не работаю, ничего не делаю, бухаю, это тоже ты во всем виновата. Да, так и было. Я погрузилась в свое детство. Опять это ругань, О, Боже. слезы, плач. Ну, конечно. Успокойтесь, пожалуйста, давайте трепишь закончите всем нервы. это. Настя, беременная. Ты делаешь все для того, чтобы настроить, чтобы уничтожить меня в ее глазах. Разве У не меня так? очень болит живот, очень Чё сильно такое, тянет. малышка? Очень сильно тянет живот. Давай меня. вызывай скорую скорее. Я не знала, как успокоить маму и бабушку. На фоне их крика мне стало очень плохо. Никогда раньше мне так больно не было. Я испугалась. Когда приехала скорая, то меня сразу же забрали в больницу. Дурку надо тоже было вызывать. Скажите, пожалуйста, что сейчас беспокоит, какие жалобы? Живот тянет. Давайте я животик посмотрю. Ну, матка в тонусе. Больно? И что это Прям значит? реагирует на Ну, пальпацию. неприятно, да. Угу. Это опасно? Какая матка? В каком Конечно, тонусе? сейчас идет угроза прерывания беременности. Гипертонус матки – это одно из проявлений прерывания беременности. Этому состоянию может поспособствовать Гипертонус. психоэмоциональные стрессы. Самое страшное последствие – это, конечно, прерывание беременности и выкидыш. Все, да? Мне долго ли придется лежать в больнице и нужно ли это будет? В любом случае вам нужно Я находить... так и не понял, я не знаю, бабуля взяла бы, вызвала это, наряд и все.
И забрали эту буйную. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Находиться под наблюдением круглосуточно. Дней 10 точно. Я очень, конечно, распереживался, когда Настю увезли в больницу. Это вот как раз-таки из-за того, что бабушка постоянно звонит и рассказывает о ситуациях, которые у нее случаются. Настя за это переживает, Согласен. И вот в это все и вылилось. Никите, его родителям и своей бабушке я запретила приезжать. Видя, как они переживают за меня, я еще больше начинаю нервничать. Но мы с ними на связи каждый день. А вот мама неожиданно решила навестить меня, чему я очень не рада. Я не хочу сейчас ее видеть, ведь именно из-за нее Чекай, сейчас бабки попросит. я могла потерять ребенка. Смотри. Привет. Смотри. Что-нибудь тянет. Ну, сейчас нет, сейчас нормально все, более-менее. Я очень переживала за твое самочувствие. В этом есть где-то моя вина, что вообще вот такая ситуация могла произойти. Я очень виню себя в этом, что вообще бабушка позвонила тебе, и тебе это вообще было знать не обязательно. Вообще бабушкино общение с Настей — это первая угроза здоровью и Настиному положению. Настя очень восприимчивая девочка. Она очень близко воспринимает каждую ситуацию, что происходит у нас в семье. Не жалко бабушку, что вы ругаетесь, что вы ее там можете как-то обидеть. Она старый человек. Но это будет Пожалуйста, гениальный решите вопросы между собой, решите вопросы с Не-не-не, жильем. но прийти в таком состоянии за бабки заговорить, ну это будет уже слишком. Но это уже, ну такое, но это просто будет, я не знаю, это она пробьет все дно, если она сейчас реально попросит бабки. Хорошо, милая. Тогда я не буду волноваться. Хорошо, милая, Да я ну постараюсь нет. в ближайшее время решить все проблемы. Не-не-не-не, но это был бы перебор. Сегодня меня наконец-то выписали. Повышенный тонус матки прошел. Я чувствую себя отлично. Зачем придурочную тряпку на голову намотал? Можете мне объяснить, нет? Ну, он, кто он? Я не знаю, это его какой-то медийный образ, я не знаю, там, или он какой-то суперспортсмен, бегун, я не знаю, марафонец, что? Врач предупредила, что нервничать мне нельзя. Из больницы меня забрал Никита. Примерно, да, понимаешь, догадываешься, из-за чего вообще вот это все случилось? Ну, конечно, Тонус. понимаю. Из-за чего? На фоне моего стресса. А стресс из-за чего у тебя? Из-за мамы с бабушкой. Вот. Давай договоримся так. Сейчас, да, хотя бы во время беременности, ты бабушке скажешь, чтобы она больше тебя не беспокоила, не тревожила вообще. Я согласна с Никитой, что общение с моими родственниками только лишь нервирует меня. И хоть я очень сильно люблю свою бабушку, но пока что мое спокойствие и здоровье будущего малыша мне дороже. Я решила, что с мамой я больше не хочу Они реально общаться. бабушку А крайним бабушке сделали? я сказала, чтобы она мне больше не звонила с плохими новостями. Сегодня у меня второй скрининг. Именно на нем обычно узнают пол малыша. На первом скрининге врач предположила, что у меня будет мальчик. Чекайте, но это девочку. не точно. Она У уже вас всем рассказала. Тазовое положение плода. Это не так страшно, потому что ребенок занимает всегда положение физиологичное, так как ему удобно. Но важно к моменту родов, чтобы он занял головное предлежание. Вот. И мы сейчас посмотрим, какой пол. Это же тоже интересует вас, да? Очень. Вот, как раз ножной конец. И что мы Ножной видим? конец? Ой, а у вас пол женского рода. А это прям точно 100% девочка? Да, девочка. Я сразу побежала домой, чтобы поделиться такой радостной новостью с Никитой. Наша Афанасия будет девочкой. Чего? Афанасия. Серьезно? Да. Ты моя умничка. Нужно об этом как-то родителям сообщить. Любому, ты прикинь реакцию отца, а мамы тоже. Мамы. Мы решили рассказать эту новость лично родителям, чтобы увидеть вживую, как они на это отреагируют, их эмоции. Мамулик, привет. Привет, мам. А папа где? Папа, на работу его вызвали, а что? Мы были на втором скрининге. Ну что там с ребеночком? Знаешь, что это значит? Что он здоров? Что он здоров, и он девочка. Блин, я Почему шарик 4? счастлива. Аник 5. Я очень рада, я безумно рада. Наконец-то наша мечта с Андреем сбудется. У нас будет в доме маленькая девочка, а наше маленькое счастье. Алло, пап. Привет, пап. Мы со второго скрининга пришли. Дочь, не пугай
Нет, все хорошо, ребенок здоров. Вот мы маму обрадовали очень. Может, догадаешься, чем? Пап, у нас розовые шарики. Не понял. Пап, у тебя внучка будет. Шутка, что ли, какая-то? Нет, у нас будет не внук, а внучка. Да ладно. Папа уже внука захотел. Мальчик же был. Я уже на мальчика настроился, конечно, хотел девочку, боженька не дал. Вот теперь Боженька передумал и дал тебе внучку. 100% теперь девочка Бабушка это будет. святое, согласен, Павел. Бабушку трогать за шквар. Сегодня мне позвонила мама. Предложила встретиться в парке. Хоть мы с ней и помирились в больнице, видеть я ее Чекай. не особо хочу. Вот но сейчас дышать точно. свежим воздухом Смотри. мне полезно. Так что я согласилась прийти. Идет такая загадочная. Смотри. За баблом! Соскучилась. За баблом! У него сейчас очень большие перемены в жизни. Какие? Рому посадили в тюрьму. Да, его сейчас подставили. Там очень неприятная история. Я потеряла ребенка на фоне этого. Мам, прекращай. Не плачь, пожалуйста. Все будет хорошо, прекрати. Ну ты чё? У меня не было поддержки. Ни от тебя, ни звонков. Я не ожидала, что ты отвернешься. Правда, просто не ожидала. Мне было настолько больно и обидно. Извини, что у меня не было с тобой рядом в те моменты. Я не думала, что какая-то в голливудских моя поддержка фильмах. тебе будет нужна. Я думала, что если есть Рома, то типа все ок. Мне Насти очень не хватает. Мальчик, это Особенно потрясающе. сейчас, Спасибо за когда донат. нету поддержки ниоткуда. Рома у меня находится в тюрьме. Я потеряла ребенка. С Настей мы просто потеряли всяческую связь, опять же, из-за того, что она оказалась под влиянием бабушки. Мне жаль, что мама потеряла ребенка, но мамины слезы меня не тронули. Не знаю, возможно, это ее уловка, чтобы разжалобить меня. В жизни было много моментов, когда она притворялась хорошей, а потом предавала мое доверие. Но есть один плюс. То, что Рому закрыли в тюрьму, я этому на самом деле очень рада. Надеюсь, что в ближайшее время его не выпустят, и что мама поймет, что он и будет себя вести совершенно по-другому. Я не хочу таких отношений с тобой, как у меня с моей мамой. Одна ненависть, ругань и скандалы. Я думаю, тебе не Же хочется конченая так тоже. семейка. Нет, конечно. И мне, дочь, не хочется. Я хочу, чтобы все у нас было хорошо. И я тоже очень этого хочу. Вечером я рассказала Никите о нашей встрече с мамой. А когда вы встречались? То есть когда ты мне сказала, что ты у Алины была? Зачем ты мне врешь? Почему ты мне сразу не сказала, что ты была у мамы? Психотерапевт. Ну, потому что я не знала, как ты на это отреагируешь. Ну ты же мне это Переживала. все равно говоришь. Я в любом случае на это буду так же реагировать. Зачем встречались? Хочет со мной помириться. Очень скучает, говорит, что нужна ей. А до этого не нужна была? Ну, как всегда. Как Ромы нет, она сразу вот про детей вспоминает. Ты постоянно веришь, ты доверяешь, а потом снова вот начинаете сраться, переживать. Я переживаю за тебя. Может быть, попробуем дать ей второй шанс? Уже 1000-й шанс. 54-й. Как будет он рядом, она снова на тебя положит, и все. Чего ты там спрашиваешь? А ты хотел дочку? Кто, я? Мне было вообще без разницы. Мне хоть дочка, хоть внучка, хоть жучка. Я больше всего переживал, чтобы все вылезли из всех щелей. Чтобы личинка, так скажем, появилась на свет, и все были живы и здоровы. Мне вообще остальное было, что когда первый вылез, что когда второй. Мне вообще было без разницы, кто там. Второй вообще, мне было... Я сказал, кто скажет пол ребенка, я тому полы дома отверкой вот так покоцаю. Да, так и было. На самом деле я придумал, конечно. Вот, но серьезно. Какая разница? Ну, все-таки, может быть, она переосмыслит все. Главное, Зай, чтобы... делай, как знаешь. Ну, может быть, все-таки попробуем. Ну, Зай, ну вы же уже все решили без меня. Ну, так я хочу, чтобы и с тобой, и с родителями вся проблема решилась. Какой-то Ну и как пассивный ты хочешь их мальчик. помирить? Ну, не знаю, чтобы встретились, мы все вместе поговорили. Я не особо верю в то, что Аня может измениться, потому что Аня всю жизнь выбирала мужиков, а не своих детей. Я хочу верить, что мама изменилась и искренне желает помириться с нами. Надо лишь уговорить тетю Лизу и папу Андрея встретиться с ней и наконец-то познакомиться им. Ну, как бы, да, я уже не у восторге. Что за ерунда у нее на веках? Я не знаю, что она себе прилепила и зачем, но...
папа, если еще Я не знаю, в чем узнает, что красота. они приходят с Ромой, я думаю, он скажет... Нет, мам, Ромы она не будет. без Ромы. Рому посадили, мам. Ага. Главное, чтобы Насте от этой встречи морально хуже не было. Больше всего в своей жизни, вот сейчас, вот в ближайшем будущем, да, там, даст Бог, конечно, чтобы все было, я боюсь вот этого момента. Я очень сильно боюсь этого момента, когда мне позвонят и скажут: папа, ты знаешь, вот я хочу тебя познакомить со своей девушкой. Ее зовут Алина. Шучу. Неважно, как ее зовут. Просто я не знаю, почему я боюсь. Я буду максимально корректно себя вести, но когда я увижу вот эти телячьи глаза, когда еще потом мне скажут то, что нужно познакомиться с родителями, ты просто придешь, а там вот такая вот халупа, и мне скажут то, что там мама не работала, а папа сидит где-нибудь еще что-нибудь, или не сидит, или вообще, это будет просто потрясающе. Это будет феноменально. А знаете, что самое плохое? То, что я вам говорил. Я недавно по парку ходил не просто так. Я вижу, что рядом с красивой девушкой всегда есть эти вот, да. Давнее меня. Давай поиграем. Вот эти вот фрики. Да. И наоборот, рядом с нормальными пацанами идут эти. Ногу за собой подвозят. Я просто вот за это переживаю очень сильно. Правда, я очень сильно. Мам, я уже все это об этом с ней поговорил. Давай ты... Нет, наши Алины это другое. Не надо сейчас здесь путать холодное с горячим. Да. Наши Алиночки, кто меня смотрит, это самые красивые, самые хорошие. Я бы их всех, как говорится, да, узнал лично. Тоже не будешь начинать, а то она не выдержит. Я этим... Что я сейчас только что сказал? Узнал лично? Более сейчас вообще нельзя такое. Осуждаю. Нет, ни в коем случае. Нет, я не против. Давай ее поддержим в этом, пожалуйста. Давай, конечно, мы ее поддержим. У меня уже идет 3-й триместр беременности, а наши с Никитой родители до сих пор не знакомы. Триместр? У моей мамы все не было времени, а тете Лизе и папе Андрею было достаточно того, что я им рассказывала о своей семье. Но сегодня, наконец-то, мы собрались поужинать вместе. Вот только папа... Есть захотелось. Да что ж такое-то, а? Как нафиг это работает? Я как понимаю, почему, когда я начинаю хавать за компом, все идут холодильники лутать. Самое страшное, что есть такие стримы, видеоролики у меня на канале, их огромное количество, где я кушаю, и на них там 700 тысяч просмотров, 800, там, миллион, там, 2 миллиона есть ролик, там какой-то залетел, там, по 4, по-моему, даже миллион. Я задумываюсь, ты представляешь, сколько холодильников за все это время? Это же каждый идет. Каждый идет, да, то в холодильничек, там, бутербродик, вот это вот, щей, тарелку навернуть. Может, с кастрюли кто-то Андрей, как всегда, хлебает. пропадает на работе. Думаю, это и хорошо, ведь он до сих пор не может забыть, как моя мать довела да меня как вы до это больницы. делаете, а? Хорошо, конечно, что ты к нам пришла. Мне очень не хватает Насти. Я очень хочу с ней все-таки помириться. Я абсолютно не против, чтобы вы общались. Настеньке-то тоже ты необходима. Будет нужна поддержка как бы как одной бабушки, так и второй бабушки. Конечно. Не сложились у меня отношения. Можно у этой бабушки, кстати, взять бабушек. И мнение хорошее об Анне, но Настя ее все равно любит, тянется к ней, Привет. надеется на какие-то взаимные теплые чувства со стороны Ани. Я очень рада, что все-таки ты вышла с нами на такой диалог, что ты все-таки хочешь со мной помириться, и я этого очень хочу. Но у нас это уже не первый раз, и хочется все-таки поставить какие-то границы, условия, чтобы у нас просто не было этих ссор. Хорошо, я тебя слушаю. Мам, насчет карты я хотела. Она с матерью хочет поговорить Что? Сказать. Насчет Я карты. понимаю, что Рома сейчас не тут, но все-таки, зная Рому, что он может на тебя
любыми всяческими способами, словами, просьбами повлиять и в итоге просто, не знаю, может взять на меня кредит. Я не хочу, чтобы потом у меня были какие-то долги из-за его каких-то причуд. Я хочу обезопасить не только себя, но и своего ребенка от каких-либо ситуаций, связанных с моей банковской картой. Настя, неужели ты думаешь, что я настолько, там, я не знаю, сумасшедшая тварь, негодяйка? Ну, были же уже такие ситуации, Рома просто взял, украл ваши общие деньги, Заткнись, просто мальчик. и потратил их. Да ты вообще встаешь постоянно на сторону Ромы, и вот это меня вообще очень бесит. То есть у тебя... Доченька, ты думаешь, что кто я? Дай мне карту в пред последний раз. Дочка есть, которая по тебе скучает, а ты при любой ситуации говоришь, что Рома самый лучший, он прав. Даже в тех ситуациях, когда он на самом деле совсем не прав. И вообще, если честно, Рома вот довольно-таки неприятный человек. У каждого, конечно, свой выбор. Ну, далеко не лучший вариант. Но это мой выбор, ребят. Я тоже хочу быть счастливой. Понимаете? Все. Здесь все просто. А вы сейчас просто скопом вот так наваливаетесь и думаете, что, блин, классно. Классный у вас ужин, ребят. Спасибо за примирение вот такое. Мне тогда не нужно. Мам, вот опять... Ань, подожди, не уходи, Ань. Нет, спасибо, Давай Лиз, мы тебе я дадим сыта. денег. И ужином, и вообще всей обстановкой. Спасибо большое. Мне родители Никиты, Давай. по сути. Маме привет. Ну, они для Насти значат, да. А вот для меня они ничего не значат. Поэтому я не обязана с ними Для тебя и налаживать твои какие-то родители образные особо отношения. ничего не значат. Ты как, зайка? Ну как я могу быть еще? Я просто знал, что так будет. Все как всегда. Ничего нового. Как я понимаю, значит, она не особо сильно хотела со мной помириться, если все так произошло. Лучше мне больше не общаться со своей мамой. Было бы даже хорошо, если бы она больше не появлялась в нашей жизни. Я лишний раз убедилась, что решение заблокировать ее – это верное решение. Феноменально. Реально голову лечить надо. Сегодня я проснулась и не обнаружила рядом Никиту. Утром, пока Настя спала, я оставил ей записку о том, чтобы она следовала указаниям. Доброе утро, любимая. У меня для тебя сюрприз. Внизу тебя ждет такси. Я думаю, что же там может быть, какой он, может быть, сюрприз мне решил приготовить. И, конечно, я сразу начала собираться и незамедлительно побежала на такси. Малышка, привет. Привет. Это тебе. Спасибо. У меня есть для тебя сюрприз. Мы с Настей давно хотели сходить на квест, и я выбрал более-менее не страшный, потому что она боится ужастиков. О, тут есть коробочка. Мы должны найти магнит. Да, скорее всего. Классно, на самом деле, мне понравилось. Я с большим животом танцую как-то необычно. Я думаю, она поняла то, что вот он, сюрприз, квест. На самом деле, главный сюрприз ее ждет в конце. У тебя 29 тут. А там кольцо. О, девочки! Ты будешь моей женой? Да. Я подумаю. Правда? Правда? Нет, я шучу. У тебя руки так трясутся. Шок. Мне хотелось плакать и смеяться. Я очень рада. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я заплачу. Я почувствовал себя самым счастливым человеком. Наконец-то это свершилось. Это все-таки события очень долгожданные. Блин, ты дурак. Почему? Да просто так. Потому что я так говорю. Что скоро стану женой Никиты. Правда, мы еще не решили, когда пойдем в ЗАГС. Поэтому родителям пока говорить об этом не будем. Хотя понимаем, что расписаться нужно до рождения дочки. Кстати, как мы ее назовем, тоже не определились. Родители Никиты предложили имя Василиса. Может, еще какое-нибудь ему посмотрим? Может быть, не Василиса? Ну, я вот не знаю, к моему имени, ну, то есть к отчеству, да, очень сложно подобрать будет имя. Очень. Какого хера? Что это? Как это работает? Почему именно к твоему имени надо подбирать что-то? Чего? По имени-отчеству ее будут называть лет, я не знаю, помолчи, в 55. Может быть, 6. Генриетта. Глафира. Как? Генриетта. Как будто какая-то болячка. Почему? Карлина. Гангрена. Очень красиво. Вообще нет. А может быть, Майя? Каролина вон у нас Блин, есть. красивое имя.
Майя Никитична. Как ты думаешь, ей нравится имя Майя? Конечно. Майя Никитична, моя Прекрати это делать. девочка. Только как об этом родителям теперь сказать? Мне очень нравится, прекрати. что Никита все-таки стал более серьезным и внимательным. Он начал разговаривать с нашей малышкой через мой живот. Да Мне Геморрой Иванович назовите, а что такого? это очень приятно. Сегодня у меня 3-й скрининг. Жаль, что Никита не сможет со мной пойти. У него много работы. Прекратите жрать, пожалуйста. Продажу сегодня сделал. Ты молодец. Что нам докупить еще осталось? Коляска, кокон и немножко одежды. Кокон? Чего? Какой кокон? Кого там вынашиваете? Личинку, что ли, реально? Сегодня 3-й скрининг. А там видно будет, да, она перевернулась или нет? Мне нравится, что Никита стал серьезнее относиться к тому, что мы станем родителями. Думаю, что он будет классным отцом. Но разве плохой папа запомнит, что у ребенка на 2-м скрининге было тазовое прилежание? Это есть головка. Лот расположен у нас, посмотрите, головкой вниз. Отлично. Да? Отлично? Да. Все-таки вот он встал так, как Прекрати надо. мне с этими головками. Перемещаемся, да? Сердечко видим? Да. Ритм хороший, кстати. Сейчас я поставлю ритм, и мы его увидим. Пока я была на исследовании, Никита договорился о встрече с родителями. Мы давно не виделись, соскучились по ним. О, привет! Привет, родные. Какой хороший привет, день. котики. Как дела у вас? Сыночка, У нас ты не потихоньку, у переодевайся, вас как? ладно? Мне сейчас поможешь? А ты, доча, проходи, маме Дай поможешь. хоть поцеловать ребенка-то. Да, Мать идем, опять идем, пироги идем, печет. идем. Ты мне Вот просто это ключика уважение. подаешь, ладно, сыночек? Да, хорошо, папа. Мы сейчас пойдем, пусть они тогда лепят. Мы только после скрининга. Да ты что? Ну Да. что вы? За место квест-рума, пожалуйста, дай ей денег, пусть она башку нормально приведет в порядок. Уже не могу на это смотреть. Отлично, все хорошо. Девчонка. Так она у нас все-таки Васька? Нет, она у нас Майя. Пока я ее иногда буду Васькой называть. Дай мне там полосочки, пожалуйста. Нормально. Ага, давай. Как дома дела? Да нормально все. Нормально? Да, у вас Ну как? что, когда распишетесь-то? Уже Ну, пора, наверное, скоро. сыночек. Вот будет радость-то какая. Не хотелось бы, чтобы повторялась история Насти, у которой в свидетельстве о рождении вместо отца стоит прочерк. Любая девочка должна хотеть выйти замуж. Ну, я хочу. Ну, конечно. Сколько я уже это говорю? У ребенка должен стоять папа. Я должна сказать, это вот моя внученька Влащенко Василиса. Майя. Майя. Мы с Никитой предвидели. Тебя, говорит, как зовут? Меня Сабина. А меня Алексей. Слушай, Сабин, ты не против, если я тебя, вот день через день буду называть Рая? Конечно, не против. Конечно. Что родителям может не понравиться имя Майя, но это наш ребенок, и нам Вот. решать, как его назвать. А ты знаешь, что ее теперь уже не Василиса будут звать? Да ладно, вы что? Так не пойдет. У нас не будет Василисы Никитишны. Майя будет. Майя Никитична красиво звучит. Ну а когда нам пока... Родители почему-то дают имя ребенку. Какого... Что это такое? Я не могу, меня сейчас полыхнет. Покажете Давай сейчас малышу. покажу фотографии. Только там не сильно понятно все. Вот это голова, я так думаю. Тут 2 глаза, нос. Не может быть нос, потому что если вот это вот голова, то как вот это может быть нос? Не Ламинат. знаю. Ну-ка покажи другую. Наша Другую красавица. показывай. Это пальцы. Боже мой, посмотри. Вот так вот она собой. Привет. Я все. На этом все. Я не могу, ну все. С именами для внучки дети нас, конечно, не особо радуют. Нам очень понравилось имя Василиса. Надо... Возьми из детдома ребенка, назови Василиса. Какого? перестроиться. В ответ на нашу новость о новом имени для малыша родители тоже подготовили для нас сюрприз. Родители предложили нам всем вместе переехать в Краснодарский край, купить там большой дом и жить нам всем вместе. Я, наша малышка, Никита, его родители. Я очень сильно удивилась и очень-очень сильно обрадовалась. Родим и поедем. Представляешь, да, дочь, приедем, там уже все, а там вообще все Я цветет. пойду, да. Будем Оставлю вам смотреть, Васю. ага. Чего говоришь? Василиску? Майю?
по одной причине всегда хотел иметь жилье, давайте так скажу, дом, квартиру, это уже не об этом речь, денег сон нет. Почему всегда хотел на югах иметь что-то, вот что-то, Сочи, Краснодар, я не знаю, там, это любой Кавказ, там, где угодно. По одной простой причине, кто догадается по какой. Прямо сейчас поставь на паузу, напиши в комментариях, кто догадается, тому конфетка. Как ты думаешь? Ну? Как вы думаете, почему? Не, именно еще на юге. Вот. Почему? Вот просто хоть один. Климат, нет. Я в тебе не сомневался. Тоби, как Добби, только Тоби. Мотосезон. Он там всегда, понимаешь, всегда. То есть на время, пока здесь холода, дресня, возня и вся прочая ерунда, ты просто уезжаешь туда и просто катаешься на мотоцикле. Да, с люлькой. Ураль. Там живут родственники тети Лизы. Да и климат на юге куда приятнее, чем здесь. А самое главное, моя мама будет далеко, и я смогу оградить своего малыша от негатива. Ну вот смотри, ты родишь, да? И как бы вот они захотят прийти в гости, вот посмотреть. Давай сразу, без «они». Рома, так вообще его знать не хочу. Вот если твоя мама захочет увидеть твою ребенка. Нет, я считаю, что увидеть она обязана, должна. Да. Пусть она хоть поймет, хоть сейчас, что она потеряла. Пускай придет, пожалуйста. От нее никто никуда не скрывается. Я ее заблокировала. Но если бы ей было интересно, как ее внучка сейчас, да, она бы могла и через Егора позвонить, да? Аня, она, наверное, еще не совсем сама взрослая. У нее свои какие-то обиды, какие-то пожелания к Насте, чтобы Настя к ней как-то относилась иначе. Но сейчас, мне кажется, больше внимания требует Настя. Не, семья у этого неплохая. Ну, реально, работяги такие обычные эти, заводчане. Сегодня настал долгожданный день. Мы с Никитой прислушались к его родителям и решили все-таки до рождения ребенка узаконить свои отношения. О. В ЗАГСе собрались все мои близкие. Не пришла только мама. Я ее не звала. Потрясающе. Не хочу, чтобы она испортила особенный день в моей жизни. Да и она за все это время футболки не попыталась выйти со мной на связь. Ваш брат зарегистрирован. Объявляю вас мужем. Футболки в джинсах, а это в черном платье в горох. My favorite color is black. И женой поздравляю. В черном платье в ЗАГС. Для меня было ЗАГС. удивительно, дети не позвали Аню. Это их решение. Если бы Аня присутствовала в жизни Насти, конечно, я думаю, на регистрации она бы обязательно была. Этим же вечером в близком кругу я, Никита, родители и брат Никиты, моя бабуля и мой брат отметили нашу роспись. Вот. Мы очень вас поздравляем. И поверьте, для нас это тоже важно, чтобы все хорошее у вас было. Семья была у вас крепкая. Дети здоровы. Ты чего? Спасибо. Да, что ты? Давай я скажу, говорит, чтоб пусть стоял, и деньги были. О, горько, о. Молодец, говорит. Бабуля сначала прослезилась от счастья, но потом расстроилась, когда узнала о наших планах на жизнь. Но я не в восторге, то, что они хотят уезжать отсюда, с Саратова. Ну а что плохого? Ребенок будет в хорошем климате жить. Знаем мы, кого родственники остаются здесь, а вы... И там родственники. Во-первых, там... Обязательно надо жить жизнью родственников. Вот какими же надо быть эгоистичными, совковыми людьми, чтобы обязательно вот привязать к себе, ко всему, вот к ноге к своей привязать и сказать: я твой родственник, сиди здесь всю свою жизнь, свою, заметьте, жизнь. Все равно это его жизнь или ее жизнь. Сиди здесь, никуда не уезжай. Да, потому что я так хочу, потому что здесь родственники, потому что здесь хозяйство. Господи, я не знаю. Будет Лизина мама, плюс там родственники, они там не одни будут. На самом деле, мы замуж выходили. Все, мы вышли замуж, за нас решает муж. Тут сейчас надо будет хлопотать насчет ее вот этой квартиры. Кто решает еще раз? Она может написать доверенность, чтобы вы представляли ее интересы в суде. Я очень, конечно, расстраиваюсь от того, что она уедет туда одна. А мы все здесь, не помочь ничего.
Там только будут родители Никиты и все, и больше никого. А то, что они говорят, что там родственники у них, она их в глаза не видела никогда. Тетя Надь, давайте будем говорить откровенно. Вы и Егорка, вот это вот все родственники, которых мы видели с Настиной стороны. Ни, скажем так, мама в ее жизни не участвует. И других родственников мы их даже не видели, их нет. Да, Настя, ну это твоя жизнь, я туда не полезу. Вот скажите, как вы думаете, мы ее у себя в семье за все это время обижали? Нет. Правда же нет? Мы о ней заботимся. Вот Никита даже иногда говорит, я думаю, что вы Настеньку любите больше, чем меня. Я не думаю, я знаю. Такой ландух комнатный, это просто жесть. Это просто, я не могу, я не знаю, может, просто, ну, я в чем-то ошибаюсь, но это просто трешняк какой-то. У меня уже 38-я неделя беременности. До родов осталось совсем чуть-чуть. Ходить мне стало очень тяжело. Быстро устают ноги, болит спина, появились растяжки. Никита меня поддерживает и во всем помогает. Солнышко мое. Ни один вопрос, кто-нибудь работает? Кто-нибудь работает все это время? А? Кто-нибудь, ну просто букву назовите. Просто букву. Да люблю. Думаешь, я не тесно там внутри? Я думаю, что очень уже тесно. Очень видно, где она тыкнет, что она сделает, как перевернется. Все это очень чувствуется. Также она может больно пнуть. Состояние мое ухудшается с каждым днем. Да, ты еще такая бледная. У меня то живот тянет, то голова кружится. Ну а что ты вот кушать готовила? Могла просто отдохнуть, полежать. Ничего страшного, если я приготовила. Я уже не хочу есть. Они картошку едят просто? Боже. Да это что? Не знаю, мне очень плохо. Да, тихо. Пойдем присядешь. Проходи, аккуратно. Сейчас я в скорую позвоню. Погоди. И я вообще в шоке, мало ли что с ребенком случится, потому что все-таки срок еще не подошел. Я не хочу ехать в больницу. Боюсь, что меня там оставят до родов. Паника. Надеюсь, ничего серьезного. Может, я просто устала, или это реакция на погоду. Я не думала, что мое состояние как-то может навредить ребенку. А когда меня привезли в больницу, мне померили давление, и давление у меня... Как в этих, как он называется? Врача, позовите врача. Да я тебя люблю, да я тебя! Да нет, я вас всех люблю! Это наши любимые эти сериалы. Оказалось 50. Малыш шевелится, все хорошо, чувствуешь? Шевелится. Насколько это все серьезно? Это жизнеугрожающее состояние. И ребенку как тоже? И для тебя, так и для малыша. Если давление не будет снижаться, как только будет ребенок готов к родам, мы тогда будем стимулировать роды. Анастасия была госпитализирована с высоким давлением и с отечностями нижних конечностей. Это проявление такого осложнения беременности, как гистоз. Это состояние может впоследствии перейти в еще более сложное состояние, осложнение. Это уже и судороги, и риски внутриутробной гибели плода и гибели матери. Поэтому ей необходимо стационарное лечение. Только бы все было с ребенком хорошо. Мне очень страшно за него. И теперь я была рада, что меня оставят в больнице. Главное, чтобы все было хорошо. После обследования Никите разрешили зайти ко мне в палату. И я увидела его испуганные глаза. Я боялась представить, как он отреагирует. Чего? Мать, конечно, терпела, понятное дело. Ее малая в животе то ударит, то пнет. Больно, она не отвечает. Так, господа, кто его сюда пустил? Ты нормальный человек, нет? Если вдруг что-то случится с нашим ребенком. В этот момент я подумала, что могу потерять их обоих. И это страшно. Скажи, пожалуйста, что все хорошо с тобой. Врачи говорят, что давление очень высокое, отеки. Это очень опасно для малышки, и в том числе для меня тоже. Если дальше такое будет, то будут вызывать роды раньше времени. У нее со здоровьем проблемы, я переживаю, я не могу ничего сделать, вот вообще ничем не могу помочь. Позвонили дети, сказали, что у Насти угроза выкидыша. Естественно, вся семья в тревоге. Мы с Андреем очень нервничаем. Хотелось бы, чтобы и с Настей было в порядке, и ребенок у нас все-таки появился. Все время, пока я лежу в больнице на сохранении, Никита регулярно меня навещает, задает много вопросов врачам. Это меня успокаивает, потому что чем ближе день родов, тем мне становится страшнее.
Я Мне очень уже волнуюсь. страшно. В голову лезут разные неприятные мысли. И я хочу, чтобы в этот важный день Никита был со мной рядом. Сейчас есть парные роды. А как это будет происходить? То есть, ты будешь лежать, принимать роды у тебя Не вздумай. будут? А я где буду? То есть рядом просто? Просто заткнись. Наверное, или сидеть, я не знаю. Конечно, я сделаю все, что ты захочешь. Главное, чтобы ты себя чувствовала легче и поменьше переживала. Я ее понимаю, ей действительно нужна поддержка, тем более, зная ее отношение к боли, и для нее роды, я думаю, что это просто ужас. Вот уже больше недели я нахожусь в больнице. Таблетки и терапия мне не помогают. Врачи поставили специальные баллоны, чтобы стимулировать схватки. Когда их поставили... Яйца подарите этому Патау. Подарите ему 2 яйца, пожалуйста. Вырастите, я не знаю, там из личинки или еще из чего-то. Ты что, сумасшедший совсем, что ли? Вы что, как это вообще работает? Боже! В течение часа у меня начались слабые схватки. Так, тихо, сейчас тут начнутся у нас схватки. Так, у нас все родились сейчас, все в напряжении, YouTube, все нормально. Просто YouTube вот это не любит, когда вот это вот начинается. Я не хочу вылезать, нет! Отставьте меня, добей меня! Вот это очень не любит YouTube, да, поэтому мы вот так вот сделаем, все родились, все нормально. Этот Никита, прости господи, сознание не терял, все хорошо, мужик, молодец, дурак. Непростая история с выбором имени закончилась. Теперь начинается новая история о жизни нашей любимой Варвары Никитичны. Варвары? Чего? Сегодня нас с Варей выписывают. К сожалению, родителей Никиты не будет. Они заболели и остались на карантине дома. Разделить нашу с Никитой радость приехали его брат Кирилл и моя бабуля. А где Майя? Переживали сильно. Когда я в больнице лежала на давлении, когда у них... Прекрати плакать, уже надоело уже нагонять, честное слово. Довольны. Очень ждали этот день, когда родится правнучка. После выписки мы все поехали домой, чтобы отпраздновать рождение нашей доченьки. Маленькая, ты господи, капелька. В еще один важный для меня день мамы снова не было рядом. Варвар. Я ждала, что придет моя мама. Я думала, что ей было бы интересно прийти и увидеть свою внучку, Компотик закончился. порадоваться. Видя, что я расстраиваюсь по этому поводу, бабушка решила взять все в свои руки. Ань, ты бабушка? И думаешь, ты объявляться или нет? Спасибо большое. Я очень рада, что она родила, что я стала бабушкой, у меня родилась внучка. Я тебя поздравляю, что ты стала прабабушкой. Я очень хочу увидеть Настю. Я по ней очень скучаю. Пожалуйста, тебе никто не запрещает с Настей встретиться и поговорить. Хорошо, я попробую. Давай. Попробуй. Вообще нормальная мать. Другая бы там обрадовалась, сказала, ура, там я бабушка, туда-сюда. Нет, у нее даже сердце, мне кажется, не ёкнуло. Как из Майи превратилась в Варвару? Майя что, никнейм был занят? В базе уже числится? Как это работает? Мне кажется, там, да, мать это. Первые недели после родов дались нам с Никитой тяжело. Варя беспокойно спит. Кто-нибудь работает Ее у мучают вас? колики. Кто-нибудь работает? Работа кто-нибудь фиксируется, нет? Вы на что живете вообще? На какие деньги? Не-не-не, спи, зайка. Спи. Давай, наверное. Спасибо, мой родной, ты у нас самый лучший папа. Когда дочка плачет, для меня очень плохо, на сердце прям боль. Работать Спать ночью — это собирается? прекрасно. Это самое замечательное ощущение. Проснуться утром, Ну выспавшись, да, можно было Майя 1, 2, 3, например, назвать. Почему нет? и если ребенок утром еще и не кричит. Родители Никиты выздоровели. Наконец-то к нам в гости придет тетя Лиза. Только без папы Андрея, потому что ему пришлось срочно уехать в Краснодар, чтобы посмотреть дом, в котором мы планируем жить дружно всей семьей. Боже ж ты мой! Боже, руки сейчас помою. Бабушкина маленькая Помой руки. девочка. Иди к бабушке, маленькая Когда девочка. сейчас помою? Когда уходить будешь? Придурочная? Маленькая. Моя маленькая Боже. девочка. Держать обязательно Боже. позвоночник. Фиксируйте, он у нее еще мягкий. Я увидела О, Варю в Боже. первый раз. Мне даже немножко страшно взять ее в руки. Ведь Не она страшно до того с улицы крошечная. прийти и руки не помыть? Маленькие ручки, маленькие ножки.
Боже мой, она вся маленькая. Мама на 7-м небе от счастья. И очень жаль, что не оказалось рядом папы. Привет, Зай. Мы тебя решили вот познакомить с твоей внучкой. Покажите мне, я ж ее не вижу. Вот, смотри, какая красотка. Красотка? Красотка, конечно. У нее твои... Нет, у нее твои ушки. А вся она, мне кажется, похожа на Настеньку. Я вам поверю на слово, но я пока еще на ручках не подержал. Вот тогда я скажу свое мнение. Ножки она еще не обмывали. Милая, Зай. Не она обмывали ножки, маленькая. не считается. Я ее хотел больше всех. О, кто-то пришел. Не знаю. А что, кто-то должен был прийти? Поехали. Мама. Привет. Здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Все хорошо, Мама? как раз с внучкой сидим. Привет. Привет. Где там крошечка мой? Привет, Лизочка. Держи. Дочь, это вам. Спасибо большое. Ай, ты какая хорошая. Возьмешь? Ай, давай я пойду сначала ручки помою. Давай. А то немножко на улице прохладно. Никит, где руки? Я ничего не хочу говорить. Даже это. Пошла, помыла руки. Ребенок только родился. Можно помыть. Я на самом деле ждала кого угодно, но не маму. Потому что я уже просто перестала ее ждать. Я уже не верила, что она приедет. Хорошо, что она пришла. Конечно, ну, внучку, по сути, она должна в любом случае Она же увидеть. бабушка. Я увидела Настю, увидела ее глаза, улыбку. Я поняла, что нужно было прийти раньше. Просто не было момента, наверное. Не было возможности. Не было возможности, не Аня, было что раньше момента, ты да. не пришла на выписку? Ну, потому Ну. что раньше были же, сам знаешь, какие, натянутые такие сложные отношения. Но, знаешь, однажды, наверное, я встала просто, посмотрела в окно и поняла, что, 3-4 наверное, года. что-то я делаю не так. Многие вещи переосмыслила и решила все-таки, несмотря ни на что, все-таки прийти. Попросить, во-первых, прощения, да, что я Извинись. была где-то не права. И захотелось увидеть эту маленькую крошечку. Ты, кстати, тоже попроси прощения, кто еще не подписан на канал. Извинись, и все, я тебя прощу. И подпишись. Все где-то в чем-то бываем неправы. Да. На самом деле, я и детям говорила, что надо, чтобы ты пришла. Вот видишь, чудо Да. случается. На самом деле, я очень рада. Спасибо вам большое, ребята. Она очень классная. Тебе спасибо за то, что пришла. Это вам спасибо. Я рада, что так произошло. Не, ну стример в семье это, конечно, горе. Я, говорит, стримить буду. Это же горе. Лучше, как говорится, иметь дочь проститутку, чем сына стримить. У него все получится, я в него верю. Все стало на круги своя. Я рада, что это все закончилось наконец-то. Все, что не делается, все равно к лучшему. Я счастлива, что сегодня мама со мной. Насколько искренне она раскаивается, я не знаю, но я по-прежнему хочу ей верить. И хоть я сама стала мамой, я Карту так же, дай как и проверь. в детстве, нуждаюсь в маминой ласке, заботе и любви. Нашей Варе уже целый месяц. В Краснодар мы еще не переехали, пока не нашли дом, который бы понравился всем. С дочкой я справляюсь уже более уверенно, хоть временами бывает тяжело. Никита много работает, зарабатывает для семьи. Но и с Варей он старается мне помогать. Когда мы очень устаем, нас выручают родители. Ты у меня, малыш, совсем замученная. От чего устаете? Вид у тебя усталый. Ну да, бывает, не дает высыпаться. Ну, а как мы хотели? Потому что Конечно. маленький Прямо как раньше по 25 детей в семьях было. Как это работает? ребенок. Конечно. Это даже не Что за нежное поколение? Все устают, все не досыпают. Все вечно какая-то помощь нужна, еще что-то нужно. Согласен, сложно. Я бы дома чокнулся бы сидеть. Но у каждого есть своя определенная задача в жизни. Один в дом несет, вторая в доме занимается, нет? Не, ну сейчас, конечно, я знаю, что сейчас там начнется. Нет, ну вот сейчас времена-то нынче уже другие. Да. Сейчас, да, расскажешь мне. котенок заботы требует, а она Котенок. наша. Ну что, мы с вареником погуляем, да? Давай. А вы С вареником. можете вон посидеть пока. Хорошо, спасибо, мама, большое. Давайте, зайцы. Мы Ну, тебя ты пойдёшь? любим очень. Ну, Еще ты раз думаешь, про я зайцев её скажешь. Спасибо, мам, большое.
Я ни капельки не жалею, что в свое время я поверила Никите, и мы решили завести ребенка. Никита стал ответственнее, Когда я слышу фразу «завести ребенка», мне дурно становится, я вам серьезно говорю. внимательнее, а наши отношения стали крепче. И мы счастливы от любви. Девочкам, оказавшимся в такой же ситуации, я бы хотела сказать, что если с вами есть любящие люди, которые вас поддержат и будут вас любить, то в этом ничего страшного нету. Не нужно бояться. Будешь мне рассказывать. Самое главное в этой ситуации это одно. Девушки, дорогие наши дамы, любых возрастов, помните, что самое главное, чтобы это был не стример. И самое главное, найдите, чтобы этот человек, он был, 100%, конечно же, с небольшой, красиво выбритой бородой. С красивым, хорошим чувством юмора. Ну и, конечно, красив, мускулист. Да, и желательно брюнет. Почему? Потому что, они в основном всегда скромные. Конечно, скромность — это наше второе счастье. Вот, поэтому, как говорится, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать. Ну и не забывайте про первую ссылочку в комментариях. Да. Все. Всем хорошего этого. И посмотрите, чтобы рядом не было вот этих вот всяких... Давайте нормальных мужиков найдем, а. Если не найдете, то заходите, я вам найду.